А вы знаете, что человек – это магическое существо и величайшая тайна мира? Об этом говорят все мистические философии. Каждый человек может влиять на ход событий в собственной жизни. Для этого он должен обладать знанием, как это сделать. Но дает ли повседневное восприятие мира обычного человека знание, как управлять собственной жизнью, и силу на то, чтобы контролировать происходящие в жизни события? Безусловно, нет. У человека попросту не хватает свободной энергии для того, чтобы стать счастливым. Между тем, одна из мистических философий, называемая нагвализмом, дает ясный и понятный метод, как каждый способен накопить энергию и впустить силу в свою жизнь, чтобы начать влиять на ход событий. Этот магический метод опирается на 3 ступени, а именно на развитие внимания, на погружение в обучение и на взаимодействие с силой. В конце этого видео вы поймете, как можете контролировать свою жизнь, повысить свой энергетический запас и привлечь и накопить силу, которая обеспечит вас контролем над ходом вещей. Контроль и сила сделают вас счастливыми и успешными. Нагвализм – это древняя философия и мистическое знание индейского народа тольтеков, по официальным данным живших в Центральной Америке с 8 по 12 век нашей эры. Это знание было описано одним из мистических и загадочных авторов нашей современности – Карлосом Кастанедой, который был учеником индейского шамана на протяжении 13 лет и от которого перенял древнее учение нагвализма. Центральная идея нагвализма основывается на знании того, что человек – это магическое существо. Взаимодействуя с окружающим миром, человек, обладающий магическим знанием, способен привлечь в свою жизнь неограниченный запас энергии и силу. Так, каждый из людей способен стать хозяином собственной судьбы. Первый этап метода привлечения силы – развитие внимания. Согласно нагвализму, внимание человека состоит из 3 видов, а именно первого внимания или тоналя, второго внимания или нагваля и третьего внимания или огня изнутри. Тональ отвечает за внимание повседневности и связан с физическим телом. В первом внимании человек пребывает всю свою жизнь и благодаря ему выстраивает свою повседневную рутину. Нагваль – это скрытая часть внимания, связанная с чувственным восприятием действительности и которая практически не используется человеком в повседневной жизни. Древнее знание тольтеков говорит, что чувства человека недостаточно развиты, что не позволяет полностью раскрыть человеку магическое восприятие мира и задействовать скрытые возможности сознания, такие как ясновидение, телекинез и телепатия. К примеру, такое явление как интуиция является проявлением нагваля человека, которое остается неразвитым у большинства людей. Третье внимание – это растворение персонального сознания и полное слияние с энергетическими потоками во Вселенной. Согласно нагвализму, раскрытие третьего внимания позволяет человеку сохранять самоосознание после физической смерти. Философия нагвализма учит задействовать внимание на уровне всего тела. При этом внимание раскрывается не как функция разума, а как функция всего тела. На этом уровне вы должны активизировать все ваши 5 чувств, анализируя получаемую с их помощью информацию. Так вы можете находиться здесь и сейчас и отвечать меняющейся обстановке. Анализ получаемых данных учит вас сопоставлять их между собой, что обостряет ваше внимание и приводит вас к осознанию текущего момента. Пребывая в текущем моменте и осознавая происходящее, вы становитесь максимально эффективными. Внимание и сопоставление в нагвализме называется алертностью. Алертность не означает напряжение, но является готовностью к действию. Алертность подобна состоянию тигра, который не напряжен, но в любой момент готов нанести решающий удар. Будьте алертны, осознавая текущий момент с помощью вашего тела и сопоставляя поступающие данные от ваших органов чувств – зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания. Напряжение в теле появляется тогда, когда вами игнорируется информация, поступающая хотя бы от одного из органов чувств. Не будьте напряжены, будьте алертны. Магия алертности заключается в том, что с вниманием и сопоставлением в вашу жизнь приходит энергия. Нагвализм учит, что внимание является вратами для энергии. Отсюда и происхождение слова «внимание» в славянских языках, что означает буквально «принимать внутрь».
Хотите, чтобы ваш уровень энергии восстановился и повысился? Тренируйте внимание и будьте алертными. Вторая ступень метода привлечения силы – погружение в обучение. Мистические философии учат, что накопленная человеком энергия должна тратиться на раскрытие его магической природы и более глубинного осознания взаимосвязи с тайнами мира. На духовном уровне деятельности накопленная энергия проявляется как воля. На уровне ментальном или душевном энергия питает внимание и интерес, в то время как на физическом уровне запас доступной энергии определяется жизнеспособностью тела человека. Друзья, если вы хотите, чтобы мы раскрыли более подробно тему накопления энергии через духовный, душевный и физический уровни, напишите нам об этом в комментариях, нам есть что рассказать. Согласно одному из законов мистических учений, сила и энергия текут туда, где находится внимание. Из этого следует, что накапливать энергию можно через развитие внимания и интереса, за которые отвечает ментальный уровень взаимодействия человека с окружающим миром. Основным инструментом развития ментальных способностей человека является процесс обучения. Погрузитесь в процесс обучения, который позволит накопить энергию, привлечет в вашу жизнь силу и научит вас с ней взаимодействовать. Ментальный уровень взаимодействует с тоналем и нагвалем. Благодаря обучению тональ человека структурируется и становится сильным. Согласно Карлосу Кастанеде, только сильный тональ способен подчиниться нагвалю, что означает раскрытие человеком своих магических способностей. Подчинение сильного тоналя нагвалю составляет суть магического знания нагвализма. Для современного человека академическое образование является важной составляющей истинного процесса обучения и является его первой ступенью. Эта ступень позволяет задействовать рациональный интеллект. Другими словами, академическое образование способно развить и структурировать тональ. Именно поэтому учитель Карлоса Кастанеды Дон Хуан настаивал на том, чтобы ученики его магической линии получили академические степени обучения в университетах. К примеру, сам Карлос Кастанеда был доктором наук, а две женщины-воина из его магической группы, Флоринда Донер Грау и Тайша Абеляр, обладали степенью магистра и доктора антропологии. Истинное обучение учит налаживать связь между тоналем и нагвалем человека. Для этого, помимо рационального интеллекта, необходимо развивать чувственный интеллект или нагваль. Развитие чувственного интеллекта тренируется с помощью внимания, которое дисциплинирует тональ, и интереса, который проистекает из чувств, являющихся проявлением нагваля. Обратите внимание, что люди, которые ничего не изучают и ничем не интересуются, обладают низким запасом энергии, что отражается на уровне их жизнеспособности. Истинный процесс обучения учит видеть связи мира и воспринимать окружающие вещи не как отдельные объекты, а как многообразие сил мира, проистекающих из единого живительного источника. Когда вы учитесь видеть связи мира, вы накапливаете энергию и учитесь воспринимать различные силы, часть из которых привносит в вашу жизнь магическое знание, часть из которых способна действовать на вас опустошительно. Как различить эти два качества сил? То, что ведет вас к глубинному осознанию вашей связи с миром, укреплению вашего физического тела, развитию рационального и раскрытию чувственного интеллекта, является для вас союзной силой, привносящей в вашу жизнь магическое знание. С помощью магического знания вы соединяетесь со своим духом. Другие силы являются для вас опасными и опустошительными. Умение видеть связь вещей и качество сил, которые стоят за этими вещами, тренирует вас критическое мышление. Вы определяете с легкостью, что вам нужно, а что для вас губительно. Энергия, которую вы тратите на взаимодействие с ненужными для вас вещами и опустошительными силами, является израсходованной понапрасну. В этом состоит суть процесса истощения. Истинное обучение и критическое мышление позволяют вам жить вне шаблонов этого мира, выстроенных силами истощения. Не воспринимайте каждый день как одинаковый. Помните, что обычных дней не бывает. Каждый день – это поле битвы, на котором вы совершаете магический акт соединения со своим духом, что в сути является борьбой за свою свободу, о которой писал Карлос Кастанеда в своих книгах. Так, вы приобретаете уникальность и становитесь недоступными для пагубного влияния шаблонов мира. Третий этап привлечения силы – взаимодействие с силой.
Среди всех союзных сил есть та, которая идет напрямую от вашего духа. Дон Хуан говорил, что дух человека взаимодействует с ним с помощью знаков. Эти знаки являются диалогом силы, идущей от вашего духа, которая говорит с вами через вещи и события окружающего мира. Сила, идущая от духа, приносит в вашу жизнь магическое знание и понимание того, как развить тональ, раскрыть нагваль и зажечься огнем изнутри. Только сила вашего духа способна среди миллионов возможных путей привести вас на тот, у которого есть сердце. Так учит древнее знание тольтеков. Именно поэтому необходимо развивать внимание и накапливать уровень энергии, чтобы быть способным разглядеть знаки силы духа и быть способными следовать им в своей повседневной жизни. Сила от духа позволяет осознать вашу магическую природу и с помощью развитого критического мышления выбирать только те вещи, за которыми стоят союзнические силы, делающие вас счастливыми. Вы берете лишь то, что принадлежит вам по праву, и игнорируете то, что не является вашим и мешает вам. Это называется контроль над жизнью и ходом событий. Контролируя ход событий, вы выигрываете битву. Сила от духа способна развить в вас талант, который в сути является воплощенными качествами вашего духа в вашей жизни. С помощью таланта, который служит благу всего человечества, вы привлекаете и удерживаете силу, контролируете ход вещей и приобретаете свою уникальность. Мир радуется в этот момент, потому что в нем проявляется еще одно магическое существо, способное проводить энергетические потоки реальности, в которой пребывает истинный дух всех вещей. Каждый человек – это магическое существо, потенциал которого спит и является нераскрытым из-за постоянного энергетического истощения. В результате этого человек не контролирует свою жизнь, взаимодействует с тем, что ему вредит, и постепенно слабеет, как физически, так и энергетически. Магическое знание, которое приносит сила от духа, способно освободить человека от ненужного и раскрыть его магическую и таинственную природу. Развивая собственный талант, человек способен привлечь и удерживать силу в своей жизни лишь в том случае, если он использует талант на благо всего человечества. Почему каждый должен поступать таким образом? Потому что это и есть единственный путь, у которого есть сердце.